Всем добрый день! Сегодня мы расскажем о Kafka. Я расскажу вам, что такое Kafka, для чего она нужна, покажу, как установить Kafka локально на свой компьютер, как ее использовать для передачи данных между микросервисами. Мы создадим два микросервиса, которые будут общаться между собой через Kafka. Это будут микросервисы Spring Boot. Kafka — это система обмена между микросервисами. Можно сказать, что это распределенная система, асинхронная, горизонтально масштабируемая система обмена сообщениями между микросервисами. Вот, к примеру, у нас есть два микросервиса, которые являются частью одного целого приложения. Каким образом они могут обмениваться между собой информацией? Если это монолитное приложение, то они являются частью одного. Это один монолит, и они обращаются друг к другу через вызов методов или переменных. При этом эти микросервисы должны содержать dependency друг друга. Друг друга не получится, хотя бы один микросервис должен содержать dependency другого, чтобы тот мог обращаться к нему. Могут быть микросервисы как отдельно стоящие приложения, и между ними может быть просто обмен информацией напрямую, например, через JSON-файлы. Но в этом случае есть большой риск потери информации при передаче. Для этого, как один из вариантов решения этой проблемы, это брокер сообщений Kafka. Kafka — это такой посредник между двумя микросервисами для передачи сообщений между ними. Почему этот способ является более надежным, чем обычная передача напрямую? Потому что, как я уже сказала ранее, это распределенная система, что позволяет повысить отказоустойчивость. Отказоустойчивость достигается путем того, что у нас будет несколько брокеров сообщений. То есть несколько серверов, которые передают информацию. То есть информация там будет дублироваться, не обязательно дублироваться, может быть там, например, 2-3 сервера или 4, или столько, сколько нужно. И информация будет копироваться столько раз, сколько нужно, для того, чтобы, если вдруг один сервер упадет, то информацию передаст другой сервер. Этим обеспечивается отказоустойчивость. Я еще раньше говорила, что это горизонтально масштабируемая система. Это значит, что когда в приложении увеличивается нагрузка, когда приложение разрастается, увеличивается нагрузка, то можно просто увеличивать вычислительные мощности. Это является вертикально масштабируемое улучшение, а горизонтально масштабируемое — это просто путем добавления новых брокеров, мы увеличиваем их количество, и таким образом увеличивается пропускная способность между микросервисами. Тем самым увеличивается скорость. Таким образом мы можем гибко настраивать это количество для оптимальной работы нашей системы. Вот, к примеру, может быть такая система, такое приложение. У нас есть payment сервис, который принимает какую-то оплату за что-то. Он отправляет события или сообщения в Kafka. Когда у него там что-то проходит, какой-то платеж, он отправляет это событие в Kafka. И у нас есть сервисы, которые читают это сообщение. Например, notification сервис, inventory сервис и shipping сервис. Notification сервис у нас отправляет сообщения, например, на email о совершенном платеже. Этот второй inventory сервис вычисляет остатки, и shipping сервис у нас запускает доставку. Правильнее было бы нарисовать стрелочки из вот этих вот трех сервисов в обратную сторону, отсюда сюда, потому что Kafka сама не отправляет сообщения тем, кто читает их. Kafka вообще не знает о том, сколько ее читают пользователей и читают ли вообще. Вот эти вот сервисы должны быть настроены на прослушку Kafka, и как только здесь появляется новое сообщение, то они сразу же его подтягивают к себе. Это все называется event-driven архитектурой, событийно-ориентированная архитектура. Это значит, что все основано на событиях. Событие какое-то в этом микросервисе порождает события через Kafka вот в этих трех микросервисах. Мы можем добавить еще один микросервис, который будет читать события из Kafka, события данного типа. И это вообще никак не повлияет на вот этот микросервис и на эти три. В этом состоит плюс такой архитектуры, то, что мы можем добавить просто еще один микросервис, и это никак не затронет все остальные микросервисы. Тот микросервис, который отправляет сообщения, называется продюсером, а тот микросервис, который их принимает, читает, называется консюмером. Например, в данной схеме мы видим одного продюсера и 4 консюмеров. Может быть, конечно же, их абсолютно разное количество. Может быть, много продюсеров, которые пишут одно сообщение. Может быть, один консюмер. Тут, может быть, все что угодно. Теперь посмотрим, из чего же состоит Kafka. Kafka кластер — это выделенное место на диске для Kafka, для обмена сообщениями.
Kafka кластер уже содержит Kafka брокеры. Kafka брокер — это программное обеспечение, запущенное на компьютере локально, либо в облаке где-то, которое занимается вот это программное обеспечение, как раз передачей информации. Почему их может быть несколько? Я уже сказала, что их запускается несколько для показа устойчивости. Если один сервер упадет, то работой займется второй или третий. Количество Kafka брокеров настраивается программистом вручную. Kafka брокер можно назвать по-другому Kafka сервер, это то же самое, или Kafka узел еще называют. Один из брокеров является лидером, остальные являются фолловерами. Что значит лидер и фолловер? Лидер — это основной, который принимает сообщения, а фолловеры — это те, которые просто его копируют, просто являются копиями его. И фолловеры нужны только для того, если упадет лидер, то один из фолловеров становится лидером и отправляет, занимается основной работой. А вот мы здесь видим такую общую схему. Здесь есть 3 продюсера, к примеру, которые отправляют сообщения брокерам. И есть 3 консюмера, которые объединены в консюмер групп. Но здесь еще есть еще одна сущность Zookeeper. А Zookeeper — это система, которая координирует всю работу, которая занимается метаданными, которая распределяет нагрузку брокера, которая определяет, кто в данный момент, какой брокер является лидером. Но Kafka движется в том направлении, чтобы отказаться от Zookeeper, чтобы организовать всю свою работу внутри брокеров без помощи Zookeeper. И я вам покажу, как запускается Kafka без Zookeeper. Но я не могла его не упомянуть, потому что каждый, кто захочет работать с Kafka, столкнется с Zookeeper. Можно работать и с ним, можно работать и без него. Есть 2 варианта. Мы будем работать в K-Raft режиме, так называемым, при котором Kafka работает без Zookeeper. А вся работа по распределению нагрузки и работе с метаданными, вся нагрузка ложится на брокера. Kafka брокер из чего состоит? Он состоит из топиков. Топик — это тема или категория сообщений, в которую записывается сообщение продюсером, и из которой потом читаются консюмерами. Топики обычно называются так. Сначала там существительное, потом глагол, и в конце топик. Например, order created topic или product updated topic. По названию топика видно, какого типа события приходит в этот топик. А теперь посмотрим внутрь топика, из чего он состоит. Топик состоит из партиций. Партиция — это части топика. Их количество тоже сдается вручную. Они нам нужны для распараллеливания потока, чтобы обеспечить более широкую проходимость. Информация может записываться в любую партицию. Вот, например, первая партиция записана 4 каких-то события, а во второй записаны 3 события, а в третьей записаны 3. Kafka сама выбирает, в какую партицию записывать. Первую, вторую или третью. Их может быть, естественно, не 3, а столько, сколько мы настроим. Сообщение, message — это как раз единица, которая попадает в партицию. Вот эти числа называются офсетом. Можно представить Kafka как просто лог-файл обычный, в который пишутся сообщения и накапливаются. И offset 1, 2, 3, 4 обозначает сдвиг внутри этого файла. Консюмер, когда заходит в Kafka, он может выбрать любые партиции. Например, сначала прочитает первую партицию, все сообщения, первая, вторая, третья, четвертая, потом вторую, первая, вторая, третья, потом третью. Второй консюмер может зайти и начать с третьей партиции, потом вторую, потом первую. Так обеспечивается параллельность чтению. Но в рамках одной партиции все сообщения читаются друг за другом по порядочку. Может быть такая ситуация. Topic, product, updated, topic. Мы обновили какой-то продукт, эту информацию обновили и отправили это в Kafka. Потом еще раз обновили, еще раз отправили в Kafka. Потом 3-й раз обновили, отправили. То есть у нас 3 апдейта этого продукта. И эти месседжи могут попасть в разные партиции. Например, первый попадет сюда, второй сюда, третий сюда. Консюмеры не факт, что они будут читать в таком же порядке. Они могут прочитать сначала последний, потом второй, потом первый. И в итоге запишется неправильная версия. Последняя прочитанная, она запишется, и она будет неправильной. Так вот, чтобы обеспечить правильность поступления сообщений консюмеру, есть такая штука еще в месседже как key. Давайте рассмотрим, из чего состоит месседж. Когда мы отправляем месседж, в нем мы пишем топик, который нужно записать, key и value. Value — это, собственно, само событие, event, value, а key его можно задавать и можно не задавать.
Если его не задавать, то Kafka автоматически сама распределит, в какую партицию записать. А если мы вот 3 этим событиям, про которые я раньше сказала, зададим один и тот же ключ, то гарантированно они попадут в одну партицию и запишутся друг за другом. И тогда консюмер считает их в правильном порядке. Headers. Headers — это тоже не обязательная часть. Это просто пары ключ значений. Тут можно все что угодно. Timestamp автоматически записывается и offset. Offset тоже мы не проставляем, offset проставляет Kafka. Что такое offset, я уже сказала, это просто порядковый номер сообщения в партиции, либо, либо то же самое, что сдвиг по файлу в партиции. Теперь давайте, собственно, установим Kafka Apache.org, download Kafka. Выбираем вот это, Kafka 2.13.371. Скачиваем этот архив. Просто его распаковываем. Вот я распаковала в корень диска C. Вот получилась такая папка. Kafka 2.13.371. Заходим внутрь. Значит, я хочу установить Kafka из 3 брокеров. Для этого заходим в конфиг, режим Keycraft. Здесь у нас есть 3 файлика: брокер, контроллер и сервер. Значит, брокер в properties файл нам нужен для того, если мы собираемся настраивать Kafka все серверы только в качестве брокера. Контроллер — это значит, мы настраиваем брокеры в качестве контроллера. Контроллер — это такой сервер в Kafka, который распределяет задачи. Занимается, кроме того, что просто принятием сообщений, брокер занимается просто принятием сообщений и записью. Контроллер занимается распределением задач между брокерами. Я еще забыла сказать такую важную вещь, что сообщения в брокере только записываются. Их нельзя ни редактировать, ни удалять. Они только для записи и для чтения. Сервер properties нам нужен для настройки в том случае, если мы хотим настраивать наши серверы и в качестве брокера, и в качестве контроллера одновременно. Значит так, я хочу сделать 3 сервера. Для этого этот файлик я скопирую 3 раза. Назову их так: сервер 1, сервер 2, сервер 3. И сейчас нам нужно изменить настройки в этих файликах. Итак, первое, что нам нужно изменить в файле сервер properties, node ID. Вот этот параметр, node ID. Для первого сервера мы оставляем его единичкой. Для второго мы пишем 2. Для третьего 3. Дальше. Listeners. Это второе, что мы должны изменить. Здесь указываются порты, на которых будет работать сервер. Первый порт 9092 — это работа брокера, 9093 — это работа контроллера. В первом файле мы оставляем 9293, во втором делаем 9495, в третьем 9697. Следующее, что мы должны поменять в этих файликах — Advertised Listeners. Это список брокеров, которые рекламируются для клиентов. Вот такая сложная формулировка. Вот он, Advertised Listeners. В данном случае он просто повторяет порт брокера, потому что у нас Kafka и продюсер с консюмером находятся в одной сети. Если не в одной сети, то здесь указывается внешний порт просто. Дальше. Контроллер Warm Waters. Вот показатель. Здесь мы должны указать, это типа как мы голосующие слушатели. В общем, здесь мы должны указать все контроллеры, все 3, через запятую. Здесь указываются порты контроллеров. Эту же строку я скопирую в 2 остальных. Так, последнее — logdirs. Это туда, куда записываются логи. Так, log basic. Logdirs. Логи записываются tmp. Пишем сервер 1. Это третий. Сервер 3, значит. Сервер 3.
Сохраняем. Закрываем. Значит, что мы должны запускать? В этом каталоге мы переходим в папку bin. Если у вас Mac OS или Linux, мы запускаем вот скрипты из папки bin с расширением sh. Если Windows, то из папки Windows. Здесь находятся те же самые скрипты, только с расширением bat. Переходим сюда, в командную строку. Сначала нам нужно перейти в эту папку. Копирую путь. Первое, что нам нужно, получение айдишника для Kafka кластера. Выполняется оно вот такой командой. Вот он появился. Дальше нам нужно для каждого сервера отформатировать логи для Keyrafт режима, потому что по умолчанию они отформатированы под работу с Zookeeper. Пишу вот эту команду. Сейчас выскочила ошибка, потому что у меня уже создан Kafka кластер, и я туда просто вписала, он просто уже создан под другим UID. Если вы делаете это в первый раз, то у вас не будет такой ошибки. Я сейчас просто переделаю. Мне написано, что он уже отформатирован. В общем, все тоже нужно сделать 3 раза для каждого сервера. Сначала сервер 1, потом сервер 2, сервер 3. Так, теперь можно запускать. Для этого используется скрипт Kafka Server Start Bat. Вот здесь мы видим. Вот такую команду нам нужно написать. Я сразу ее запускать не буду. Я хочу написать, сразу открыть еще 2 окна для еще 2 серверов. Их нужно запустить более-менее одновременно, потому что они должны видеть друг друга. Пока они все друг друга не увидят, могут вот те ошибки. Теперь уже все. Этот запущен, и этот тоже. Дальше мы можем уже создавать топики, получать их список и работать с топиками.